Я, я решила все более сильные и сильные работы вам подарить, хотя те работы, которые дарила до этого времени, не менее сильны и не менее рабочие. Но поскольку у нас со зрителями начались близкие отношения, и поскольку я уже, скажем так, с- смогла свою линию внедрить в своих зрителей, и поскольку уже люди поняли и дошли до того уровня, чтобы понять мои ритуалы, поскольку алтари, которые вы видите, замечательные, ни один магуй Ютуба не обладает такими алтарями, как обычные люди, да, готовятся как на свидание с богами, с духами, силами. И я думаю, что мои зрители заслуживают того, чтобы я постепенно открывала завесу и дарила им все более сильные и действенные ритуалы. Итак, перед вами свечи, как источник огня. Их должно быть много, потому что когда вы будете читать, должны так проводить рукой над свечами и, собственно, протирать лицо, то есть усиливать себя энергией огня. Перед вами вода, она немного мутная, потому что в ней растворена кровь. Несколько капель крови. Сегодня я подарю вам могучий сохран еще одного характерника. Как мне достались его заговоры, лучше не спрашивайте, потому что это очень долгая история, и человек, который подарил мне их, знал, что уйдет в мир иной. Его далекий предок сохранил эти летописи, скажем так, книги пыльные, написанные от руки, передавая из поколения в поколение. И оно дошло до этих дней. Это мне передано давно. У меня еще не родился ребенок. Наверное, вот я даже не могу сейчас точно, 18 или 19 лет назад эти заговоры. И передано было перед тем, как человек погиб. Он сказал, что его не станет, и ему снятся в последнее время не очень хорошие сны. В общем, его предупреждают и говорят, чтобы книгу он не оставлял дома. Собственно говоря, он правильно сделал, потому что после того, как его не стало, его дом начали делить родственники, потом продали совершенно чужим людям вместе с мебелью, все такое. И, видимо, эта сила не хотела, чтобы эта книга попала к случайным людям, может быть, переживая, что эта книга будет не востребована, ее выкинут или что-нибудь сделают, и как бы эти все знания пропадут. И когда он мне передал и сказал про Ивана Сивко, честно говоря, мне его имя особо ни о чем не сказала. Да, я знала, что был такой казак, атаман Иван Сивко, но я еще не так углубленно изучала характерников, чтобы понять, насколько великую роль они играли в истории вообще своего народа. Это потом изучив роль характерников или воинов-магов, я посвятила целую тему характерникам. Кому интересно, откройте, смотрите. Это люди всецело преданные своему народу, отрекшие от себя, от своей жизни, от своих благ, для того, чтобы до конца своих дней преданно служить общему делу. И эта книга у меня пролежала несколько лет, пока я не подумала заглянуть туда и начать, собственно говоря, этим пользоваться.
Насколько я поняла, что это написано от руки или его, скажем так, сподвижников, или его помощников, но как бы там ни было, легендарного атамана Ивана Сивко, которого называли неуязвимым, говорили, что он может исчезнуть перед глазами врагов, говорили, что он может обернуться зверем, говорили, что стрелы его не берут, и что он их отправляет обратно. Говорили очень многое, слагали огромное количество легенд по поводу него и много чего еще, о чем мы не знаем. Но как бы там ни было, он наводил на врагов мороки, он останавливал кровь. Кстати, там есть некоторые такие моменты, как заговорить рану, чтобы она быстрее зажила. И я подозреваю, что именно с помощью вот этих вот могучих знаний он, собственно, и выживал, он и призвал эту удачу, он и стал атаманом кошевым. И, скажем так, турки его называли Урус-шайтан, что означает русский сатана или русский бес, да, русский дьявол. Боялись его. Полное имя Иван Дмитриевич Сивко. Русский черт, да, или русский шайтан, уточняю просто по-разному. Шайтан не есть черт, шайтан это темная сила, скажем так. Говорят, что он был один из защитников веры, правда, его приписали как бы к защитникам веры, но, как ни странно, все его обряды, ритуалы, все его познания, знания, все его поведение, все его поведение говорит о том, что он был язычник с ног до головы. Он был характерник, то есть он был хранитель древней веры. Его, правда, изображают с крестом, потому что так надо, так требовала традиция. А может, он и носил этот крест, но это не говорит о том, что он поклонялся или верил в это, а просто общая дань традиции. Некоторые говорят, что у него характер был очень добродушный, что он был очень милосердный человек. Другие говорят, например, что 3000 казаков, принявших ислам и освобожденных от плена, он приказал казнить за то, что те как бы предали веру своих предков. Противоречивые о нем данные. Противоречивые данные, но как бы там ни было, он остался. Он остался в истории как один из величайших атаманов, как просто маг, чародей и волшебник, можно сказать, ведьмак, человек, которому подчинялась вражеская сила, человек, который мог один идти против войска, и слагались о нем легенды, до сих пор продолжает слагать. И это все не просто так. Родился он по разным данным в Харькове, то есть Харьковская область, Харьковщина. Но, знаете, таких вот точных, скажем, точных сведений о том, где он действительно рожден, нету. Зато есть сведения о том, где он захоронен, но мы об этом сейчас скажем. Если помните фильм «Тарас Бульба», где там казаки пишут издевательское письмо султану Мехмету Пятому. Но Гоголь использовал этот момент письма, да, султану Мехмету Пятому в книге «Тарас Бульба». На самом деле в этом всем участвовал Иван Сивко. То есть вот это вот издевательское письмо, которое было отправлено турецкому султану, по разным данным, оно все-таки дошло, потому что послы говорили, что это действительно было так. Что султан это письмо получил. Да, есть легенда, что он рожден в Харькове. Не точно, но больше как бы эта версия, она чаще всего озвучивается. Дело в том, что его могила, то есть его усыпальница была затоплена водами Каховского водохранилища, но люди, знающие, что там его могила, со временем его останки оттуда достали и захоронили со всеми почестями. То есть
Даже там его достали, его нашли, захоронили, настолько он почитаемая фигура у своего народа. Вообще не зря говорят, что и герои, и предатели, они остаются в памяти народа вечно. Я поделюсь с вами некоторыми секретами Ивана Сивко, но в данный момент я хочу вам подарить пока могучий сохран этого казака. И, быть может, в этом тоже есть тайна того, что он оставался в живых и не умирал. И вот, собственно говоря, один из этих сохранных слов и сохранного заговора. Я вам хочу сказать, что вот то, что я отдаю, эти работы, они, некоторые из них можно встретить, как я уже говорила, какой-то вариант, один из вариантов можно встретить, поскольку есть вообще оригинальные работы, а есть те, которые в народе есть, и в нескольких вариантах, просто не зная первоисточник, да, как бы эти варианты бесполезны. Но зная первоисточник, это уже говорит о том, что оно будет работать. Но вот есть работы, которых нет. Например, победоносные, скажем, победоносный обряд Тамирис. Его нет нигде. Почему? Потому что по крупицам восстановлено и воссоздано мной из источников, из летописи, когда я изучала. Например, скажем, сохранных характерников. Их тоже нет, их тоже мало где найдете, потому что оно передано мне. А такие реликвии семейные, они никому не отдавались. Они отдавались, передавались из рук в руки. Только потом отдавались в надежные руки, и зная, что больше они, то есть они будут служить народу, и ничего такого с ними не случится. Вот то же самое хочу вам сказать, что вот эти записи и эти источники, первоисточники, их нигде нет. И вы их не найдете нигде. Поэтому берегите, пишите, переписывайте. Неважно, в книгах они будут или нет, будут, естественно. В любом случае, как бы там ни было, это уникальные вещи, которые просто вы нигде больше не встретите. Я почему решила, я говорю, постепенно начинаю дарить людям, потому что я считаю, что нужно, приходит время, уже надо постепенно их отдавать. Ну, еще вам напомнить, не хочу эту грустную тему по поводу того, что мне жить недолго, и я должна вам все это оставить. Итак, начнем. Могучий сохран Ивана Сирко. Постараюсь прочитать на украинской мове, насколько это возможно. Для этого источник огня 7 раз читается. Каждый раз вот так вот проносите руками над огнем и протираете лоб, щеки, то есть лицо. Вы как бы забираете энергию огня, и этой энергией огня себя усиливаете. После того, как вы 7 раз прочитали воду, в котором вы перемешали каплю своей крови, вам нужно взять каплю крови. Можно с пальца, можно с вены, если у вас есть. Я уже говорила, что я, например, один раз попросила, у меня взяли, и эту кровь я храню просто в холодильнике. Она не свертывается, естественно, и использую время от времени, чтобы каждый раз не делать. Да, пожалуйста, не задавайте только вопрос, можно ли менструальную кровь. Нельзя. Менструальная кровь, она мертвая кровь. От нее толку никакого нет, но я же не думаю, что вам будет приятно пить ее с водой. Это во-первых. И во-вторых, должна быть живая кровь с пальца или с вены, которую вы капаете, несколько капель берете, перемешиваете, собственно говоря, заранее подготавливаете, а потом начинаете ритуал. 7 раз прочитав, вот так вот протирая руки над огнем, протирая лицо, значит, этим огнем, усиливая себя, забирая, перенимая энергию огня. И после просто берете и залпом выпиваете эту воду. Для того, чтобы вы в тот момент жизни, когда у вас есть опасность, были абсолютно неуязвимы. Вы свою кровь приняли обратно себе. То есть она не выльется никак. Понимаете, о чем речь? Сейчас вы поймете то есть от заговора, о чем речь и почему так сказано.
Итак, начнем. По дорозе черной иде древний старец, несе золотих скринька. В тому скринці моя доля прихована, та на 40 замків закрита, та від очей людських таємно. І скаже мені старець: лампада життя твоєї, я берези, від вогню і меча, від ворога і капкана, від одного і другого, і недруга, извиняюсь. Тіло твоє панцир, кров твоя в тобі, сохран твій на тебе. Той старець хранитель моєї душі і тіла, і моєї справи. Так тому і закляте, так тому и буде заклято. И вот так вот проносить рукой. Вот. И протирать лицо. Еще раз читаю. По дорозі чорної іде древній старець, несе золотих скринька. В тому скринці, скринці, моя доля прихована, та на 40 замків закрита, да від очей людських таємно. І скаже мені старець: лампада життя твоєї, я берези, від вогню і меча, від ворога і капкана, від одного і недруга. Тіло твоє панцир, кров твоя в тобі, сохран твой на тебе. Той старець хранитель моєї душі і тіла, і моєї справи. Так тому і буде заклято. Еще раз. По дорозі чорної іде древній старець, несе золотий скринька. В тому скринці моя доля прихована, та на 40 замків закрита, да від очей людських таємно. І скаже мені старець: лампада життя твоєї, я берези, від вогню і меча, від ворога і капкана, від одного і недруга. Тіло твоє панцир, кров твоя в тобі, сохран твій на тебе. Той старець хранитель моєї душі і тіла, і моєї справи. Так тому і буде заклято. По дорозі чорної іде древній старець, несе золотий скринька. В тому скринці моя доля прихована, та на 40 замків закрита, та від очей людських таємно. І скаже мені старець: лампада життя твоєї, я берези, від вогню і меча, від ворога і капкана, від одного і недруга. Тіло твоє панцир, кров твоя в тобі, сохран твій на тебе. Той старець хранитель моєї душі і тіла, і моєї справи. Так тому і буде заклято. По дорозі чорної, вот так вот, не забывайте, над огнем, іде древній старець, несе золотий скринька. В тому скринці моя доля прихована, та на 40 замків закрита, да від очей людських таємно. І скаже мені старець:
Лампада життя твоєї, я березі, від вогню і меча, від ворога і капкана, від одного і недруга. Тіло твоє панцир, кров твоя в тобі, сохран твой на тебе. Той старець, хранитель моєї душі і тіла, і моєї справи, так тому і буде заклято. Наверное, вы теперь догадались, почему столько всего против меня делали, делают подлости и гадости, а все равно со мной ничего не случается. Я думаю, что теперь поняли, да? Имея такой сохран от таких могучих людей, от таких древних просто правителей, людей силы, причем переданные мне, а потом отданы вам. Я думаю, что, много не нужно, да, думать, чтобы понять, почему со мной никто ничего делать не может. Потому что такие вещи не просто мне переданы, мне доверены. И ими же я и хранима. Пройдем дальше. По дорозі чорної іде древній старець, несе золотих скринька. В тому скринці моя доля прихована, та на 40 замків закрита, та від очей людських таємно. І скаже мені старець: лампада життя твоєї, я березі, від вогню і меча, від ворога і капкана, від одного і недруга. Тіло твоє панцир, кров твоя в тобі, сохран твій на тебе. Той старец, хранитель моей души и тыла, и моей справы, так тому и буде заклято. Дорогие друзья, тот человек, который ушел, который должен был уйти и отдал мне это, тот человек должен был уйти на 20 лет раньше. И именно вот эти заговоры продлили ему жизнь. И ему во сне сказали, что они продлевают ему жизнь, но его жизнь не бесконечна. Что они просто продлют, и он на это согласился. Даже он, человек, будучи смертельно больным, на 20 лет свою жизнь продлил. Теперь, что я хотела сказать, уже забыла. Все, вылетело, потом скажу. Такие работы не всем подряд доверяют даже те силы, хозяева этих работ, этих книг и тетрадей, которые их создали. Понимаете? Они не просто так их доверяют. По дорозе черной... извиняюсь, пока не забыла. Дед и отец этого человека точно так же пережили войну благодаря вот этим вот сохранам и заговорам. Точно так же. Из их семьи 6 мужчин воевало, и все вернулись живые. Так что это может сделать человек, который, например, работает в инкассаторской службе, да, раз в месяц себе сохран такой поставить. Человек, который по ночам идет домой, человек, который работает в ритуальных услугах, например, переживает, боится, потому что там тоже не очень хорошая атмосфера. Человек, который на войне, человек, который боится за свой дом, человек, который живет на границе и переживает, человек, который боится там нападений или чего-то еще. Раз в месяц сделать этот сохран и спокойно жить. Свою кровь выпустить, то есть отдаете ту кровь, которую вы должны жертвовать. Вы пожертвовали, но обратно взяли, и ваша кровь внутри вас остается. Еще раз. По дорозі чорній іде древній старець, несе золоті скринька. В тому скринці моя доля прихована, та на 40 замків закрита. Да від очей людських таємно, і скаже мені старець: лампада життя твоєї я березі, від вогню і меча, від ворога і капкана, від одного і недруга. Тіло твоє панцир, кров твоя в тобі, сохран твій
на тебе. Той старец хранитель моей души и тела, и моей справы. Так тому и буде заклято. И последний раз читаю. По дорозе черной иде древний старец, несе золоті скринка. В тому скринці моя доля прихована, та на 40 замків закрита. Да від очей людських таємно. І скаже мені старець, лампада життя твоєї я березі, від вогню і меча, від ворога і капкана, від одного і недруга. Тіло твоє панцир, кров твоя в тобі, сохран твій на тебе. Той старец хранитель моей души и тела, и моей справы, так тому и буде заклято. Дорогие друзья, те, которые хотят за 2-3 месяца какие-то, изучив, не знаю, карты, изучив какие-то книги, какие-то курсы по ведовству, по таро и так далее, они хотят иметь силу, они сильно ошибаются, чтобы твоя связь с миром духов постепенно и постепенно усиливалась всю твою жизнь. Нужно все время быть в этой сфере. Духи постепенно приглядываются к тебе и начинают отправлять через своих потомков, через людей тебе бесценные вещи. Это идет постепенно. Нереально, невозможно узнать хотя бы малейшие тайны и секреты потустороннего мира за короткое время в усиленных курсах. И все это нереально, это бред. Десятилетиями они постепенно раскрывают свои тайны. Одно дают, второе дают, третье дают. Десятилетиями. И потом у тебя настолько сильная связь с миром духов, что ты не живешь уже приземленными желаниями. Если вы думаете, что для меня главные деньги, вы ошибаетесь. Давно они не есть смысл моей жизни. Я наслаждаюсь работой с вами. Мне нравится с вами работать, вам отдавать. Мне нравится моя профессия. Я люблю помогать и видеть вот эту вот радость. Понимаете, когда ты подарок даришь людям какой-нибудь дорогой, и человек, такие глаза, ой, спасибо, как красиво. Прям это счастье, радость ты чувствуешь. То же самое здесь. Когда ты даришь людям то, что меняет им жизнь, это такая энергия счастья, радости идет в твою сторону. Ты кайфуешь, ты чувствуешь, что ты спасаешь. Да, ты с помощью сил спасаешь, не сама это все. Это тебе дали, через тебя дали, через тернии, боли и все такое. Но это не важно. Многие люди испытывают тернии и боль, но все равно они не оставляют свое имя, и никакого толку от их страданий не бывает. Понимаете? А здесь просто ощущение влюбленности, радости. Вот как на свидание идешь каждый раз колдуя. Так вот. Что я хочу вам сказать? Благодарите душу великого Ивана Сирко, потому что это был человек-легенда и остается. И таких людей, легенд, не так уж много на земле. Тогда было более честное время. Тогда люди шли друг на друга, знали, где враг, где друг. Сейчас мы живем во время очень страшное, и их сохранные слова, их защита сейчас даже нужнее, чем в те времена вечных этих войн и вечных убийств. Даже нужнее сейчас. Итак, 7 раз читайте, залпом выпивайте воду, куда перемешали свою кровь. Тушите свечи, эти можете использовать в других ритуалах, в том числе. Здесь главное просто источник огня, потому что это делали возле костра. Естественно, перенеся уже из природы домой эти ритуалы, мы пытаемся имитировать как-то, знаете, точно так же, как и в заклинании Тамирис, там факелы тыкались прямо на землю и благодарили этими факелами, зажигали огонь в честь богов. А поскольку у нас нет факелов, мы сделали вид факелов, да? То есть мы, перенося домой эти ритуалы, создаем хотя бы приблизительную ту атмосферу, в котором она произносилась. Там нужен огонь. Просто огонь. Марина, благодарите не меня, а те силы, которые помогают через меня людям.
потому что они помогают только тем людям, которые достойны этой помощи. Многие пришли, знаете, говорят, призванных будет много, а избранных мало. Многие пришли, да не все поняли, оценили. И побежали за дешевыми гадалками еще куда-нибудь, не понимая просто, что они потеряли. Дело в том, что мне без разницы, мне ни жарко, ни холодно от их присутствия, но они потеряли, они не поняли, что они, знаете, торт поменяли на говно. То есть побежали туда за дешевыми гаданиями, за дешевыми какими-то там лестными словами, забыв, что есть более великие вещи, которые, ну, нигде тебе никто не скажет и не объяснит. Каждому свое, каждый ищет своего учителя. Это нормально. Итак, аж свечи заплакали. Залпом выпить. Я сейчас выпью, потому что хочу завершить с вами. Ой, фу. Соленеватый такой вкус крови, честно говоря. А потом, ой, очень резко начинает кружиться голова. Я сама давно не делала, признаюсь, я сама давно не делала. Наверное, уже 2 года с лишним я отложила это все и более как бы быстрее делаю, потому что мне нет времени. Сапожник всегда без сапог. Каждый раз читаешь что-то, потом как нахлынет, столько всего, думаешь, ну, если бы кто-то знал, что после прочтения получит дары и, там, и так далее, мне кажется, каждый день бы читал, за уши не оттянешь. Но я иногда так устаю, что месяцами иду к этому, месяцами то одно сделаю, то второе, то уснула, то не... Вот месяц проходит, пока думаю, блин, пойду-ка я чего-нибудь себе тоже прочитаю. А мне кажется, что сейчас уже мне и читать не надо, думать достаточно, и уже притягивается, уже усиливайтесь, понимаете? И я вместе с вами, и вы в том числе усиливайтесь. Так что, дорогие друзья, делайте. Иван Сивко плохого бы не посоветовал, учитывая, что он прожил достойную жизнь, был очень удачливый человек, был избран атаманом, любили его многие, и многие поколения до сих пор любят, хотя его уже нет в живых, да. И что он прославился, и его боялись враги, это уже о чем-то говорит. Всем удачи и всех благ.